This song's called Opinion. Сейчас западные средства информации называют русских нацистами. Согласны вы ли с этим утверждением и почему? Вы на кого работаете? В данный момент я работаю сам на себя. Если вы хотите сказать что-то такое, что боитесь, Да. я вам Мы не боимся. гарантирую, что лицо закрою и голос изменю. Но если вы действительно озвучите что-то... Криминальное? Да. А так ничего страшного нет. Ну, дезинформацию они проводят там, понятно. Да. Не согласны с этим. Ну вот, да. А почему? Ну, на самом деле они этим занимаются, а пропаганда идет, то, что от нас это все идет. Почему? Ну, потому что мы этим никогда не занимались в своей истории, никого не захватывали. Мы обороняем свои территории своим населением. А они хотят пропагандой довести дело так, чтобы в России все было не очень хорошо. А зачем это нужно? Ну, вызывает изменения, экономика, борьба за мировое господство. Поэтому это всегда было, холодная война была тогда, вот она сейчас началась. Просто мы готовились, наверное, с 2014 года, поэтому я думаю, что Путин и не хотел стремиться к военным последствиям. 8 лет, я думаю, что он подводил к тому, что экономика должна выдерживать. Вот сейчас и выдерживаем. А там все не очень хорошо, наоборот. Хотя они пропагандируют, что не все очень хорошо именно из-за нас. А на самом деле Америка со своими там вассалами, европейцами хотела просто добиться того, чтобы мы наравне с Китаем не входили в их господство. И войной они просто отмывают деньги и все. Вопрос такой, согласны ли вы с ними? Если... Нет, конечно. А почему? Вот как им объяснить, что это не так? Серьезный вопрос. Идеология у них, значит, аргументация их заключается в том, что якобы русские... Почему нацисты, истребляют если мы другую нацию? защищаем своих русских? Почему ж мы нацисты? Мы своих русских защищаем. Да. Нет, дело даже не то, что это понятно, что свои же русских, которые вот там же живут, вот свои же, а там нацисты. Вот Чё, реально. Донбасс, и которые, он же русский. И которые поддерживают, вот это, и что Америка снабжает, своим же оружием. Вот. И, свое оружие, старое, древнейшее, просто не то, что их спонсируют, она просто сбагривает, за бешеные бабки, чтобы им Украина должна А была. теперь вся Европа, Чтобы ее в долг ввести. все будут платить им деньги, Конечно. И чтобы чтоб Америке ихние заводы производили новое оружие. Вот. И как-то вот так вот. Да. Это тема серьезная, это можно вечно об этом говорить. Я не знаю. Вопрос один, вот у меня. Почему русские не нацисты? Вот такой. Потому что русские, вот, раньше Да было... ё-моё, чё за вопрос? Смотри, узбеки, таджики, блин, Все кто живем друг. угодно. Разве мы нацисты? Кто-то их обидел? Да никто. И почему русские нацисты? И также вот, я работаю по стройке, также украинцы оттуда. И что, я нацист? Я с ними также работаю. И все нормально. Дружим мирно. Сейчас скажу. Это просто люди обнаглевшие. Вот как бы вот ты взял бы, например, я младше тебя. Ты бы меня по-всякому называл. Это что надо значит? Надо бить по морде. Неуважение. Отдачу. Неуважение просто к людям и все. Это, и не знаю, что все грамотные, а поступают как дети. А у вас аргументация есть? Вот западный мир говорит, что у нас есть символика нацистская,
Вот это Z по городу и что у нас там еще? Ну, в общем, У нас этого не истребляем было. нацию, типа другую. У нас этого не было и не будет никогда. Всё, Ладно. спасибо. Да, все хорошо. И вам Почему? Я это даже бред слушать не хочу. Вот, честное слово. Вот это. Я не мог Нет, понять, мы как это, поддерживаем специальную это- военную операцию. как это можно вот это придумать. Это, И поддерживаем это- все решения Путина. Согласны с его решением. Мгм. в русских людях, мне кажется, вот это даже вообще мозгу такой, ну, как это, не знаю. Да, почему это? не так? Добрее русских людей, мне кажется, на свете нет никого вообще. Чем мы, я не знаю, мы терпели, сколько лет терпели, все, нас унижали эту Россию, как хотели бы, как могли бы. И слава богу, что Путин хоть дошел до того, что принял это решение, потому что, не знаю, я бы лично уже не терпел бы, наверное, лет 10 назад. Такой терпеть больше, я не знаю. Кто-то, может, терпит, я бы не терпел бы. И потому я только за это СВО обязательно, потому что дальше было бы еще хуже бы. Мы против. Ну вот Что у нас такое? основные вот аргументы у западной идеологии такие, что мы якобы истребляем другую нацию и повсюду по городу у нас Какую другую нацию? свастика и нацистские эти, Другую А, нацию. другую Мы, нацию? да, и символика у нас там используется там вот Z, V, O, вот эти вот якобы нацистская. Ну, все на эту тему у нас. Ну, Нас лепит. Знаете, один видит как Каждый хочет видеть то, что он хочет, хочет видеть, видеть. да. Мгм. И цепляется ко всему и находит во всем изъяны. Кто как с какими глазами смотрит. Кто-то видит дождь и пасмурное небо и все, и конец света, а другие ничего, хорошая погода, любая, и с дождем тоже. Да. У вас? Мое мнение, что все по телеку, что им говорят про нас плохо, что нам про них плохо. И нет смысла ни во что верить. Просто мы живем, вот нас ничего не касается. Все нормально. У нас есть газ, свет, вода, все хорошо. Путину привет. Я думаю, вряд ли это увидит, но тем не менее. Да. Я ничего против него Да. не имею. Потому что, ну, я считаю, что реально нам льют в уши про них, а нам про них. То есть про нас. Ну, как бы нам показывают, как Байден, да, вот это как сумасшедший что-то делает. А где гарантия, что про нашего также не говорят по их телеку? Поэтому это все пропаганда информативная, вот это вот. Говорят, что, Да. говорят, что он уже умер, и это уже двойник. Робот, я Что тоже уже думаю, что робот. это робот, что они просто создали робота, и он ходит. Еще мир до этого не дошел. Да, дошел, вот он просто робот. Потому что он вообще не в себе. Все. А знаете, а у нас, мне кажется, еще продолжается с тех времен, с далеких времен, после распада России, когда Россия развалилась, белые, красные, ну и люди, которые, я знаю, современных людей, которым даже по 40 лет, по 50 лет, они зато, я все понимаю, у нас много всего, что надо менять, да, тоже поменять. Никто не против. Я тоже хочу за это, чтобы в этой стране народ жил лучше бы. Я только за это. Но так ненавидеть свою страну, как они ненавидят они, понимаете, чтобы развалить ее полностью, блин. Давайте устроим между собой мордобои, давайте будем драться за что мы будем драться. Ну давайте, в самом деле, если вы такие борцы, блин, давайте будем бороться, в стране было жить лучше, блин. Я только за это. Давайте будем поддерживать свободу слова. Давайте. У нас, друзья, можно в нашей стране поддерживать свободное слово, блин? Если свобода слова, значит это вседозволенность, блин. Я не понимаю. Я сейчас схожу с годами, мне уже за 60 уже давно, блин. И я, честно говоря, так думаешь, в те времена Сталина как-то. Думаю, ну да, жестко бы туда-сюда. Сейчас думаю. Я понимаю Сталина в те времена, когда был Сталин. Потому что сейчас, мне кажется, если без Сталина, как это, я понимаю, сейчас Сталина в это время понимаю больше, чем понимал он в те времена, когда еще был молодым. Потому что как еще можно? Люди специально хотят то, чтобы развалить страну, понимаете? Просто.
Давайте развалим страну нашу. Я хочу, чтобы она развалилась на Уральскую, на Симбирскую, блин. Пускай даже там, блин, еврейский автономный округ, пускай там все будем отдельно. Мне надоело жить в этой стране. Ну не нравится, ну не живи, блин. Какие проблемы? Вы с этим утверждением и почему? Не согласен, конечно. Нацисты есть нацисты. Убивают, а русские никого не убивают. Пока еще. Самое. Так что средства массовой информации западные врут самое, и не показывают своим зрителям. Если бы они показали то, что творят нацисты на Украине, например, то совсем другое дело было. Вот так. В западных СМИ показывают, что якобы это творят русские. Но они неправильно, если можно говорить, что попало. Надо же подтверждать то, что говорят. А если они говорят только, а не подтверждают, так это же совсем другое дело. Есть еще такая аргументация, что у нас есть нацистская символика на военной технике. Вот эти вот Z, V. Так О. это же самая не нацистская символика. Это самое Z, это совсем другое. V, самое, ну, победа, самое. О, я даже не знаю, что это такое. Вот. Это же не самое, ну, не нацистская символика. Это для того, чтобы различить во время боевых действий, что это относится к российским войскам, вот, а не к украинским. Так что это, я думаю, что это так. Согласны ли вы с этим утверждением и почему? Нет, с этим утверждением я не согласен. Ну, причин очень много, на самом деле. История наша, менталитет русского человека. Ну, много факторов. Я не согласен с этим утверждением. А почему нет? Ну, я же сказал уже почему нет. Просто основные аргументы западной идеологии в том, что якобы русские истребляют сейчас другую нацию. Повсюду у нас на военной технике нацистские знаки. Ну, отсылки к Великой Отечественной. Нет, ну понятно, что нацистские знаки, да, ну точно так же они же и на украинской технике. То есть это вопрос очень спорный, и полемика может растянуться очень надолго. У меня свой взгляд по этому поводу. Он, скорее всего, разойдется с большинством. Он мне важен. Вот. Ну, я думаю, мой взгляд будет вразрез идти со многими взглядами большинства населения. Чем интересно. Ну, я бы не хотел это озвучивать. Если вы хотите, если вы переживаете, я вам могу гарантировать, что и лицо ваше закроют, да я и голос я не переживаю. То есть нацистским наше государство я не считаю. То есть основной же посыл вашего вопроса такой. Да. Ну, то есть вот давайте, я не буду объяснять. Понял. Ну, не знаю, мне кажется, все идет из-за того, что, как обычно, всем чего-то не хватает, понимаете? Вот они живут плохо, им нужны машины, им местные не нужны машины, советские или русские, или эти, которые сейчас российские. Им нужны именно немецкие, понимаете, дело? Вот им вся еда плохая, мясо плохое, то все плохое, что не кинься, им все хреновое, понимаешь, что дело? А западным все хорошее. Да жил я в Германии 5 лет, служил бы. Там нельзя не пить, извините, грубо говоря, не водку пить невозможно, она ужасная, просто это отвратительная. Мы поехали туда. Вино это все одна химия. С Советского Союза поехали, когда действительно здесь мало был ассортимент. И то у нас даже мысли не было там остаться. У нас побыть там и домой вернуться. Когда вообще мы приехали, вообще ничего не было. Развал полный, магазины пустые и все. И нас это не пугало. Мы не были голодные. А что было там не так?
Нет, там Не знаю, ну вы же были в люди ГДР, хорошо было ГДР. относились, очень хорошо люди Немцы там ГДРовские. относились, да. Вообще Да, красавчики. Мне нравились люди приятные, Вот. добрые, Ну, хорошие. Их нам просто, носили шикарно, бесподобно. Сначала, да, разнообразие колбасных, там, мясных изделий, все это, конечно. А потом Полгода до прошло. нашей колбасы, наших продуктов, мы, Да. наверное, к ним они были вкуснее и лучше. А вы скажите, пожалуйста, сейчас Советский Союз распался, наступил переходный период, мы перешли к капитализму. Мы сейчас по качеству продуктов не приблизились к нехорошему качеству в то время, как было. Да. Есть, Да? конечно, конечно. Вот, например, Да. у меня тоже, вот Одесса, Николаев, у меня там брат, сестра, вот реально. И что, я буду против своих воевать, что ли? Вот у меня вот была повестка, вот, была, вот. Я пришел в военкомат, ну, номер телефона совет, ну, скажите, ну, мой телефон. Ну, я пришел в военкомат, я пока не нужен. Это хорошо, что не нужен пока. А если бы был нужен, что, против своих воевал бы? Брат с сестрой убивал бы. Мне это не надо. Я против этого. Против войны.